США готовятся к новой масштабной войне с Ираном. Кажется, на этот раз все готовы идти до конца. Иран планомерно уничтожает американские военные базы на Ближнем Востоке. Такого не было никогда. Масштабы Хаминеи и командование КСИР угрожают Трампу войной мирового масштаба. Израиль готовится к новым ударам по Ирану. Зеленский рассказал об ударах по Wildberries, там хранились военные товары в том числе. Китай тайно готовится к смене власти в России и вербует сотни чиновников. Президент Венгрии согласился уйти в отставку. Сегодня финал чемпионата мира, Аргентина против Испании и торжества с американским размахом. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран напрямую предупредил Объединенные Арабские Эмираты о возможных ударах по ключевой транспортной инфраструктуре. Источник в вооруженных силах Ирана заявил агентству Фарс. Если Соединенные Штаты вновь атакуют гражданские объекты в Иране, необходимо немедленно эвакуировать аэропорты Дубая и Абу-Даби, а также порты Фуджейра и Джебель-Али. Два порта Тегеран еще накануне включил в список целей для ответного удара. Независимого подтверждения подготовки атак нет. Угроза прозвучала после массированного обстрела Кувейта. Иранские ракеты и беспилотники атаковали страну после 7-й подряд ночи американских ударов по Ирану. Повреждена электростанция, совмещенная с предприятием по опреснению воды. Возник пожар, часть энергоблоков остановлена. Это второй удар по подобному объекту за 2 дня. Для Кувейта угроза критическая. Опреснительные установки обеспечивают около 90% питьевой воды. Из-за повторных ракетных и беспилотных атак Кувейт временно приостановил взлеты и посадки в международном аэропорту. Национальная авиакомпания перенесла большинство рейсов. Военные сообщили о перехвате нескольких баллистических ракет и беспилотников. При ликвидации последствий пострадали пожарные и сотрудники нефтяной отрасли. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе по американскому центру обеспечения в Кемп-Арифджане и уничтожении радиолокационного объекта на авиабазе Али-Аль-Салем. Независимого подтверждения этих заявлений нет. Кувейтская нефтяная корпорация сообщила, что один из ее объектов получил значительные повреждения в результате повторных иранских атак. Есть пострадавшие. Тегеран называет происходящее ответом на американские удары по мостам, энергетике и другой инфраструктуре Ирана. Но зона возможного возмездия расширяется. После Кувейта и Иордании под прямую угрозу поставлены крупнейшие аэропорты и порты Эмиратов. Таким образом, конфликт переходит от обмена ударами по военным базам к систематической угрозе энергетическим, водным и транспортным системам всего Персидского залива. Белый дом подает новые сигналы о возможном расширении ударов по Ирану. Заместитель главы аппарата администрации Дональда Трампа Дэн Сковино опубликовал кадры полета стратегических бомбардировщиков Б-2. Прямого заявления об их применении против Ирана не последовало, однако публикацию восприняли как предупреждение Тегерану. Госдепартамент одновременно распространил глобальное предостережение для американских граждан. Вашингтон призывает соблюдать повышенную осторожность прежде всего на Ближнем Востоке, но отмечает угрозу американским дипломатическим объектам и гражданам по всему миру. Ведомство предупреждает, связанные с Ираном группировки могут атаковать объекты США и места, которые ассоциируются с американцами. Предупреждение последовало после гибели 2 военнослужащих США при иранском ударе в Иордании. Еще один американец числится пропавшим без вести. Пентагон также увеличил группировку самолетов-заправщиков в Израиле. Часть машин размещена на базах израильских ВВС по согласованию с армией страны. Израиль пока не участвует в новых ударах после срыва перемирия, а Иран не атакует его территорию. Однако Тегеран вновь пригрозил любой стране, которая предоставляет США базы, воздушное пространство или другую помощь. В Иордании погибли 2 американских военнослужащих, отражавших атаку иранских ракет и беспилотников. Еще один числится пропавшим без вести, 4 доставлены в госпитали. На этих кадрах, как утверждается, момент иранской атаки по американским целям в Иордании. Потери подтвердило Центральное командование США. Удар произошел после 7-й подряд ночи американских атак на Иран и возобновления обстрелов баз США после срыва перемирия. 17 июля 2 американских военнослужащих погибли в бою в Иордании, когда Центральное командование вооруженных сил США, Центком, и силы партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести в ходе боевых действий. 4 американских военнослужащих были эвакуированы по медицинским показаниям в больницы Иордании. С тех пор их выписали. Другие военнослужащие, прошедшие обследование из-за легких травм, вернулись к исполнению обязанностей. Из уважения к семьям Центком не будет раскрывать дополнительную информацию, включая имена погибших военнослужащих, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников. Расследование CNN показало, иранские удары повредили не менее 16 американских военных объектов в 8 странах. Большинство позиций США на Ближнем Востоке. Масштаб разрушений Вашингтон до сих пор не раскрывал.
Пентагон отказался обсуждать оценки ущерба и утверждает, что силы сохраняют полную боеспособность. Одна из крупнейших баз, Кэмп Бюринг в Кувейте, после нескольких недель атак почти опустела. Повреждены здания, уничтожены системы связи и наблюдения. Иран целенаправленно бил по самой дорогой и дефицитной технике – самолетам, радарам, спутниковым антеннам и командным центрам. Среди пораженных целей – самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью почти $500 миллиарда. На одной базе уничтожены почти все радиопрозрачные купола, защищавшие спутниковое оборудование. Дважды атакован оперативный центр на базе Эль-Удейд в Катаре, региональный командный пункт, управляющий действиями американской авиации в 21 стране. По данным источника CNN, объект получил значительные повреждения. Жертв удалось избежать, поскольку персонал заранее эвакуировали. Большинство военнослужащих покинули базы и теперь работают из гостиниц и квартир на Аравийском полуострове. Точность ударов могла резко возрасти благодаря китайским технологиям. По данным Financial Times, Иран тайно приобрел китайский спутник TE-01B, который позволяет получать изображения значительно более высокого разрешения, чем прежние иранские аппараты. Американские базы впервые оказались под постоянным наблюдением противника, располагающего почти сопоставимой спутниковой разведкой. Эксперты оценивают эффективность американской ПВО примерно в 95%, но даже 5% прорвавшихся целей оказалось достаточно для серьезного ущерба. Предположительно, основные повреждения нанесли беспилотники типа «Шахед», а не баллистические ракеты. Несмотря на заявление Дональда Трампа, что у Ирана не осталось армии, аналитики считают, Тегеран сохранил около 40% ударных беспилотников и до 60% ракетных пусковых установок. Иран серьезно ослаблен, но остается способен продолжать массированные удары. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминеи заявил, повторные нарушения Вашингтоном меморандума, подписанного президентами двух стран, доказали, что подпись Дональда Трампа ничего не стоит. После срыва перемирия США и Иран вновь обмениваются ударами. Хаминеи предупредил, Тегеран и фронт сопротивления готовят Америке незабываемые уроки. Неоднократные нарушения великим сатаной обязательств по меморандуму о взаимопонимании, подписанному президентами Ирана и Соединенных Штатов, вновь доказали всем одну истину. Подпись президента Соединенных Штатов совершенно ничего не стоит и не имеет никакой силы, а запугивание, стремление к господству и варварство являются неотъемлемыми составляющими американской идеологии и образа действий. Сегодня великий сатана вновь явил свое истинное лицо, сбросив маску, чтобы этот горький опыт преступления и вероломства стал еще одним веским свидетельством лживости, безрассудства, ненадежности и порочности Америки. Теперь, когда американский враг стремится разжечь войну и понести еще более тяжелые издержки и еще больший позор, он должен знать, у дорогого иранского народа и фронта сопротивления для него припасены незабываемые уроки, примеры которых в последние дни уже продемонстрировали доблесть бойцов ислама, а также честь и мужество жителей Южного региона. Я искренне благодарю каждого из дорогих соотечественников, которые сами скорбят попавшему мученической смертью отцу нации. И несмотря на трудности, определенные ограничения и невзгоды, своим участием в великой церемонии прощания с павшим мученической смертью лидером Ирана сотворили историческую эпопею. Я также благодарю уважаемых авторитетов для подражания, религиозных ученых, представителей интеллигенции и элиты, деятелей культуры, общественной и политической жизни, а также государственные учреждения и вооруженные силы за их усилия и инициативы. Равным образом благодарю официальных лиц и представителей Гордого фронта, сопротивления и выдающихся исламских движений за их присутствие. Надеюсь, что все, кто каким-либо образом принял участие в этой исторической эпопее, содействовал ей или выразил с ней солидарность, удостоятся особой милости и молитв нашего Господина. Имам Махди, да ускорит Аллах его благородное явление. Тем временем советник верховного лидера Ирана, бывший командующий Ксир Мохсен Резаи, предупредил, если американские удары продолжатся еще несколько дней или США попытаются захватить иранскую территорию, Тегеран перейдет к полномасштабному наступлению. Я заявляю, все кончено. Окончены и переговоры, и война. Если в ближайшие 2-3 дня американцы продолжат войну, мы перейдем к этапу полномасштабного наступления и уничтожения. Если они попытаются захватить какую-либо часть нашей территории, мы можем перейти к той же наступательной фазе, отказавшись от оборонительной позиции, политики сдерживания и ответных мер. Израиль готовит новую крупную волну ударов по Ирану. Военно-воздушные силы приводят в готовность ударные эскадрильи, уточняют цели и маршруты, рассчитывая использовать уже подавленные участки иранской ПВО. Израильские чиновники называют операцию решающим этапом кампании. Сроки не объявлены. В числе вероятных целей – ракетные комплексы, командные пункты, объекты КСИР и стратегическая инфраструктура.
После 7-й подряд ночи американских ударов жители Тегерана говорят не о перемирии, а о необходимости ответить. Вот как происходящее оценивают на улицах иранской столицы. Опрос провело агентство государственной пропаганды на зарубежные страны ВАНа, по традиции опросив 2 жителей Тегерана. Удар по инфраструктуре – самая жестокая форма нападения. Это означает, что вы подвергаете опасности населения целой страны и пытаетесь оказать на него давление. На мой взгляд, это худший из возможных замыслов и самая враждебная цель. Я считаю, что этому необходимо противостоять всеми возможными способами. Ормузский пролив может оказаться нашей последней жизненно важной артерией, и все мы должны встать на его защиту. В конце концов, Иран принадлежит всем нам. Мне кажется, что речь здесь скорее идет о запугивании и принуждении. Именно поэтому я говорю, что мы должны всеми возможными способами этому противостоять. В любом случае, война никогда не бывает благом. Весь иранский народ хочет мира, и мы желаем, чтобы мир воцарился повсюду, а не только у нас. Иран должен нанести масштабный и серьезный удар по американским объектам в регионе, заставив Соединенные Штаты отступить. В противном случае США, несомненно, будут постепенно продвигаться дальше, вплоть до центральных районов Ирана, и со временем противостояние американским ударам станет еще более тяжелым и ожесточенным. На мой взгляд, мы должны не только нанести удар по источнику угрозы в Ормузском проливе, но и отодвинуть линию фронта от собственных рубежей вплоть до международных границ и, если потребуется, направить наши удары на Израиль. Дымовое облако от пожаров в Подмосковье, где в субботу беспилотниками был атакован логистический хаб Wildberries, растянулось на 250 километров и вплотную приблизилось к границе Орловской области, следует из данных НАСА. Облако площадью около 18 тысяч квадратных километров, содержащее в том числе мелкодисперсные частицы и аэрозоли, заняло около трети территории Калужской области, включая Калугу, небольшие участки Тульской области, вдоль всей границы с Калужской. А его нижняя оконечность находится на расстоянии всего 15 километров от Орловской области, свидетельствует детектор пожаров НАСА FIRMS по состоянию на 21,8 МСК. Несмотря на черное облако в небе, которое еще утром заметили подмосковные жители, власти заявили, что загрязнения воздуха зафиксировано не было. В Минэкологии Московской области сообщили, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружил ни один из 20 стационарных постов. Несмотря на это, в ведомстве рекомендовали держать окна плотно закрытыми и не перенапрягаться. На сегодняшний день есть хорошие результаты применения наших дальнобойных средств. Мы продолжаем действительно отвечать России на ее войну и удары по украинской инфраструктуре. Сегодня поражены объекты вблизи Москвы, а также в Тамбовской области. Это российская логистика, в том числе склады, через которые поставлялись средства ведения войны, навигационное оборудование и комплектующие для производства беспилотников, а также все необходимое для российской армии. Кроме того, наше украинское оружие поразило очередной нефтяной объект и цели в акваториях Азовского и Черного морей. Это важная наша операция. Продолжение последует. Средств для дальних ударов станет больше. План дальнобойных санкций также выполняется ритмично. Россия уже давно имеет возможность перейти к дипломатии и прекратить свою агрессию. Именно отказ российского руководства и его стремление продолжать воевать являются причиной того, что война продолжается. В этом году мы уже десятки раз обращались к России с предложениями остановить эту войну. В ответ получали только отказы. Партнеры стараются помочь организовать встречу лидеров. И Америка, и Турция, и другие европейские и арабские страны. Китай начал непублично готовиться к уходу Владимира Путина и возможной смене власти в России. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, дипломатов и аналитиков 2 стран, Пекин расширяет контакты за пределами нынешнего кремлевского окружения с чиновниками среднего звена и представителями элиты, которые могут определять российскую политику после Путина. Одновременно российские спецслужбы все чаще выявляют факты китайского шпионажа и попытки вербовки чиновников. Однако Москва старается не придавать такие случаи огласке и не обсуждать их публично с Пекином, опасаясь повредить отношениям с главным экономическим и политическим партнером. Китай действует осторожно, не демонстрируя превосходство, но постепенно закрепляет зависимость России на десятилетия. Китаевед, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев отметил в комментарии The Wall Street Journal. У Китая есть по-настоящему отличный шанс превратить Россию в своего рода гигантский Лаос, гигантский Пакистан. Страну, гораздо больше зависящую от Китая, гораздо прочнее с ним связанную, гораздо больше воспринимающую Китай как образец и источник представления о современности. Лучше продолжать мариновать россиян, подождать, когда экономическая ситуация в России еще больше ухудшится, когда россияне окажутся на коленях, чтобы согласились на выгодные для Китая условия.
Москва уже отступает в Центральной Азии, которую прежде считала своей исключительной сферой влияния. Более 10 лет Путин блокировал создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества с юанем в качестве основной валюты. Теперь изолированная от западных финансов Россия согласна вступить в этот банк и просит лишь защитить его операции от санкций. При этом и участники банка БРИКС и контролируемые Китаем международные банки не помогают России обходить западные ограничения. Торговая зависимость также стала односторонней. На Китай приходится около 40% российского внешнеторгового оборота, тогда как Россия обеспечивает менее 4% китайской торговли. Москва продает Пекину прежде всего нефть, газ и сырье, часто со скидками. Наиболее жестко Пекин ведет переговоры по газопроводу «Сила Сибири-2». Российские власти неоднократно объявляли о прогрессе, но Китай не подтвердил соглашение. По данным ВСЖ, китайская сторона потребовала поставлять газ по субсидируемой внутрироссийской цене и не возвращаться к вопросу, пока Москва не согласится. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае компания Honor представила устройство, которое называет первым в мире телефоном-роботом. Его главная особенность — встроенный в камеру механический подвес. В обычном режиме конструкция убрана внутрь корпуса, но по голосовой команде или жесту выдвигается наружу, самостоятельно отслеживает объект и удерживает его в кадре. Прежде всего, я могу активировать роботизированный телефон простым жестом руки. Благодаря встроенному стабилизатору устройство способно интеллектуально отслеживать главный объект съемки. Например, я могу принимать определенные позы и таким образом взаимодействовать с ним, включая функцию съемки с сопровождением объекта. Затем я могу сказать: «Включи мне песню «Дзикая Дзюнье». По сути, устройство превращается в компактного робота с голосовым управлением, который в любой момент может составить нам компанию. Когда мы регулируем громкость, он также танцует в ритме музыки. Технические характеристики, цена и сроки начала продаж пока не названы. Поэтому речь идет прежде всего о концепте, который Honor использует для демонстрации будущих устройств с физически подвижными элементами и встроенным искусственным интеллектом. Телефон стал одной из более чем 300 мировых премьер на конференции. Общая площадь выставки впервые превысила 100 тысяч квадратных метров. Посетителям показали свыше 3000 разработок. Основной акцент — роботы, которые уже выходят за пределы демонстрационных стендов. В павильонах они заваривали чай, распознавали посетителей, танцевали, выполняли точную сборку промышленных деталей и показывали системы высотного патрулирования. Роботизированные манипуляторы работали с компонентами, требующими высокой точности, а сервисные модели самостоятельно обслуживали людей. Китайские компании демонстрируют переход от отдельных роботов к комплексным системам. Искусственный интеллект распознает обстановку, принимает решения и сразу выполняет действия. Конференция показывает направление китайской технологической политики: внедрение таких устройств одновременно в промышленность, транспорт, безопасность и повседневную жизнь. Президент Венгрии Тамас Шуйок подписал поправку к Конституции, которая немедленно прекращает его полномочия. Документ провела правящая партия ТИСА, премьер-министра Петера Мадьяра, победившая Виктора Орбана на апрельских выборах. Основание — серьезная утрата доверия к президенту, избранному парламентом при власти Фидес. Шуйок заявил, что обязан подписать закон, но предупредил: реформа стала переломом и нанесла ущерб верховенству права. 17-я поправка к Конституции стала поворотным моментом в истории венгерской конституционной демократии. Должностные лица отстраняются от своих постов способом, который открыто нарушает принцип верховенства права и независимость государственных институтов. Беспрецедентно ограничивая избирательное право, эта поправка создает опасный прецедент и наносит глубокую рану конституционным ценностям демократии, разделения властей и верховенства права. Скандал вокруг одной из крупнейших частных коллекций мексиканского искусства — собрание Жака и Наташи Гельман. Выставка работ из этой коллекции сейчас завершается в Мехико. С февраля ее посетили более 310 тысяч человек. В экспозиции 68 работ Фриды Калой, Диего Риверы, Руфино Тамайо, Марии Изкьердо и других ведущих художников XX века. После закрытия коллекцию отправят на многолетние гастроли по Европе. Решение вызвало спор о судьбе национального наследия. Часть произведений имеет статус художественных памятников и защищена мексиканским законодательством. В 2023 году их приобрели частные владельцы при помощи банковского кредита, а затем передали в залог испанскому Сантандер. Банк объявил о серии зарубежных выставок. Огромный интерес, как мне кажется, во многом связан с тем, что в коллекции представлены 10 работ Фриды Кало.
художницы, произведения которой пользуются большим спросом. К счастью, в собрании нашего музея находится картина «Две Фриды». Несомненно, это одна из работ, которую стремятся увидеть все посетители. После протестов художников и общественных объединений власти пообещали вернуть коллекцию в Мексику в 2028 году. Однако критики ссылаются на соглашение, допускающее продление 5-летнего пребывания за рубежом без установленного предела. Сегодня мир движется к тому, чтобы произведения, которые считаются ценными и являются частью культурного наследия общества, оставались там, где они имеют наибольшее значение. Там, где были созданы, для аудитории, которые предназначались в стране их создателей. В этом смысле решения Национального института изящных искусств и Министерства культуры направлены в противоположную сторону. Они противоречат общемировой тенденции. Разрешая вывести коллекцию, вы лишаете смысла важную часть художественной летописи нашей страны. Иными словами, самих произведений у вас больше нет. Что тогда остается? Несколько фотографий, воспоминания, не так ли? Но уже нет предмета, который люди могли бы и дальше приходить смотреть, с которым могли бы себя отождествлять, перед которым могли бы стоять, словно перед зеркалом, и видеть, какая часть их самих также отражена в нем. Это важно подчеркнуть, поскольку создается впечатление, что государство, в данном случае в лице Национального института изящных искусств, этим не заинтересовано. Оно заинтересовано в исполнении желаний частных лиц, владельцев, фонда «Сантандер» и банка. Национальный институт изящных искусств утверждает, права владельцев подтверждены судами, постоянный вывоз запрещен, а турне носит временный характер. Кураторы возражают, государство защищает прежде всего интересы владельцев и банка, а не произведения, ставшие частью культурной памяти страны. Сегодня в финале чемпионата мира встречаются Испания и Аргентина. В Нью-Джерси готовятся не только к главному матчу турнира, но и к шоу, все больше напоминающему американский Супербоул. В перерыве впервые проведут масштабную развлекательную программу, а победители получат не только кубок и золотые медали, но и чемпионские кольца, традицию НБА, НФЛ и бейсбольной лиги. Вокруг стадиона прошли шоу дронов. Над Нью-Джерси появились Кубок мира, талисманы турнира, мяч и статуя свободы на фоне Манхэттена. В Аргентине финал превратился в общенациональный ритуал. В Буэнос-Айресе раскупают флаги, футболки, краску для лица и маски Лионеля Месси. Болельщики съезжаются к обелиску из других провинций. Некоторые проводят в автобусах больше 16 часов. В пригороде Сан-Исидро фанаты делают татуировки, обещанные перед полуфиналом. Солнце с национального флага, билеты и символы сборной. Поддержку Аргентине публично выразил и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, получивший футболку команды от аргентинского посла. Сегодня весь футбольный мир разделится между действующим чемпионом Аргентиной и Испанией, пытающейся вернуть себе мировой титул.